Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом овсяного печенья, которое очень любят в моей семье. Это печенье, по моему мнению, получается гораздо вкуснее того, что продается в магазине. Итак, начнем. Здесь у меня 350 грамм заранее просеянной овсяной муки. Если у вас нет муки, то можете при помощи блендера измельчить овсяные хлопья. Хлопья быстрого приготовления не подойдут. Здесь 200 грамм просеянной пшеничной муки, 185 грамм сахара, щепотка соли, 10 грамм разрыхлителя для теста, это 2 чайные ложки, пол чайной ложки корицы. Количество корицы можете увеличить по своему вкусу, но исключать ее из рецепта не нужно, так как это обязательный ингредиент. В качестве ароматизатора я буду дальше использовать экстракт ванили. Если у вас его нет, то на этом этапе добавьте к сухим ингредиентам ванильный сахар или ванилин по вкусу. Теперь все сухие ингредиенты необходимо хорошо перемешать до соединения друг с другом. Список всех необходимых продуктов укажу в описании под видео и в конце этого видео. Все сухие ингредиенты я перемешала. И пока миску отставлю в сторону. Здесь у меня 160 грамм сливочного масла. Жирность масла 82,5%. Кладу его в сотейник и добавляю к нему 2 столовые ложки жидкого меда. Если ваш мед густой, то предварительно растопите его на водяной бане. Включаю плиту и готовлю на медленном огне, постоянно помешивая до растворения масла и соединения его с медом. Кипятить смесь не нужно. Когда масло расплавилось и смешалось с медом, выключаю плиту. Здесь у меня 50 грамм темного изюма. Количество изюма по вкусу. Я его предварительно на 20 минут залила горячей водой, помыла и просушила при помощи бумажного полотенца. Изюм бывает разный. Если ваш изюм светлый и сильно сладкий, а вы не хотите получить очень сладкое печенье, то уменьшите количество сахара в рецепте. К изюму добавляю примерно 50 мл теплой воды и перебиваю в блендере до состояния пасты. Добавляю изюм к сухим ингредиентам. Сюда же выливаю масло с медом. Прежде чем добавить яйцо, перемешиваю его при помощи вилки, чтобы разбить пленки. После чего добавляю к сухим ингредиентам. Сюда же добавляю экстракт ванили по вкусу. И все перемешиваю при помощи лопатки до однородности. Теперь лопатку уберу и дальше тесто буду месить руками. Тесто должно собраться в комок. Если жидкости будет недостаточно и тесто нельзя собрать в комок,
то можно добавить горячую воду. Горячую воду добавляю понемногу и продолжаю месить тесто. Я в тесто добавила примерно 80 мл горячей воды. Количество воды будет зависеть от того, сколько изюма вы добавили в тесто и насколько влажным был этот изюм. Тесто не должно липнуть к рукам. Теперь в тесто добавляю 70 грамм термостабильных шоколадных дропсов. Этот ингредиент по вкусу. Он не обязательный, можно обойтись без дропсов, но с ними получается вкуснее. Хорошо вмешиваю дропсы, чтобы они равномерно распределились в тесте. Тесто мягкое, оно собралось в комок и не липнет к рукам. Кладу тесто назад в миску, накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник на 30 минут. После того, как тесто постояло в холодильнике, оно стало более плотным. Теперь из теста формируем печенье. Кусочек теста скатываем в шарик. Нужно стараться, чтобы шарики были примерно одинакового размера. Если хотите, чтобы печенье получилось большого размера, то тесто берите больше. Если маленького, то соответственно меньше. Шарики кладем на противень, застеленный бумагой для выпечки, на расстояние друг от друга. Расстояние должно быть достаточным, чтобы печенье во время выпечки не прилипло друг к другу, учитывая, что шарики нужно будет превратить в лепешки. Я на противень положила 12 шариков. Теперь придавливаю шарики рукой, превращая их в лепешки. Выпекать печенье буду в заранее прогретой духовке при температуре 180 градусов в режиме вверх-вниз на среднем уровне примерно 20-25 минут, в зависимости от размера печенья и вашей духовки. Выпекайте печенье до золотистой корочки. Мое печенье выпекалось 25 минут. Если на печенье надавить пальцем, то оно мягкое и пружинит. Но когда печенье остынет, то корочка затвердеет, а внутри оно останется мягким. Есть печенье нужно, когда оно полностью остынет, поэтому перекладываю печенье на тарелку и даю ему остыть. У меня получилось 3 противня печенья, по 12 штук в каждом, всего 36 печенек. Это печенье в моей семье едят с чаем, а дети его любят есть с молоком. Печенье получается очень вкусное, ароматное, с ноткой корицы, изюма и ванили. Чтобы приготовить овсяное печенье, мне понадобилось 350 грамм заранее просеянной овсяной муки, 200 грамм просеянной пшеничной муки, 185 грамм сахара, щепотка соли, 10 грамм разрыхлителя для теста, это 2 чайные ложки, пол чайной ложки молотой корицы по вкусу, 160 грамм сливочного масла, жирность масла 82,5%, 2 столовые ложки жидкого меда, 50 грамм изюма, количество изюма по вкусу, 50 мл теплой воды, 1 яйцо, экстракт ванили по вкусу, примерно 50-80 мл горячей воды и 70 грамм термостабильных шоколадных дропсов по вкусу.
Готовьте с удовольствием. Приятного аппетита! Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии, делитесь видео с друзьями. Все это поможет развитию канала. А также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я на этом с вами прощаюсь. До новых встреч в новых видеорецептах. Пока-пока!